Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТПА и не только. Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала Crescent Industries. Спасибо каналу Crescent Industries за отличное видео. Что лучше, 3D-печать или литье под давлением для создания пластиковых деталей? Это простой вопрос, ответ на который в последние годы все сложнее найти. Поэтому сегодня давайте разберем множество факторов, которые необходимо учитывать при принятии решений. С развитием технологии 3D-печати за последние годы разница между этими двумя вариантами производства значительно сократилась. Но два ключевых момента, стоящие в центре этого решения, всегда сводятся к стоимости и производственным требованиям. Говоря о 3D-печати, первое очевидное преимущество заключается в том, что 3D-печать, как правило, имеет более низкую стартовую стоимость, поскольку для производства конечного продукта не требуется дорогостоящая литьевая форма. Вы можете просто загрузить дизайн детали на 3D-принтер в совместимом формате и в большинстве случаев получить готовую деталь в течение нескольких часов. Кроме того, это означает, что вносить изменения в конструкцию значительно проще, чем в стальную пресс-форму. И, конечно же, есть тот факт, что некоторые конструкции невозможно изготовить с помощью традиционного литья под давлением из-за специфических требований геометрии. Конечно, в мире литья под давлением существует множество хитроумных обходных путей, позволяющих учесть как можно больше геометрических параметров. Но стоимость наборов инструментов для различных вариантов может быстро увеличиться. И даже в этом случае некоторые геометрические параметры деталей могут быть реализованы только при использовании 3D-печати. Теперь о другой стороне медали. Хоть общий срок реализации проекта от идеи до готового изделия может быть значительно сокращен с помощью 3D-печати, то если рассматривать время производства, 3D-печать все еще значительно отстает от традиционного литья под давлением, даже с учетом последних достижений в технологии 3D-печати. Изделие, которое может быть изготовлено за несколько секунд на машине для литья под давлением, может занять несколько часов на 3D-принтере. И если вы не обращаетесь к новейшим технологиям 3D-печати, которые, как вы понимаете, становятся все дороже и дороже, то большинство коммерческих принтеров способны печатать только несколько деталей одновременно. А когда речь заходит о производстве более крупных пластиковых изделий, то 3D-печать зачастую невозможна без высокоспециализированного оборудования. До недавнего времени 3D-печатные компоненты имели клеймо грубой и неточной отделки. Но, как я уже говорил, за последние годы технология шагнула далеко вперед. И теперь эти компоненты могут быть невероятно близки по точности к традиционному литью под давлением. А во многих случаях вы можете получить специфическую отделку поверхности или текстуру прямо с принтера, которую было бы трудно и дорого воспроизвести с помощью литья под давлением. Но опять же, такой уровень точности связан с определенными затратами. Теперь, переходя к литью под давлением, прежде чем решать, какой вариант лучше, очевидно, что самое большое преимущество литья под давлением — это возможность массового производства большого количества деталей. Мало того, что среднее время цикла на ТПА значительно ниже, чем на обычном 3D-принтере, большинство пресс-форм для крупных объемов производства имеют несколько гнезд, что в некоторых случаях позволяет производить сотни деталей за один цикл. Даже с учетом технологического прогресса в мире 3D-печати, позволяющего производить большие тиражи, это все равно меркнет по сравнению с производственными возможностями обычной машины литья под давлением. Кроме того, детали, изготовленные методом литья под давлением, в большинстве случаев намного прочнее, чем изделия, полученные с помощью 3D-печати, поскольку можно использовать точные алгоритмы для контроля времени и температуры охлаждения, плотности деталей, специфических схем заполнения, требованиям к материалам и так далее. И, конечно же, присутствует фактор уменьшения количества отходов. Этот фактор можно использовать как преимущество для обоих методов производства. Но обычно литьевая форма имеет литники, которые иногда могут быть переработаны. А если используется горячеканальная система, то в процессе литья под давлением практически нет отходов. Да, сейчас существуют процессы 3D-печати, которые позволяют минимизировать отходы, но традиционные методы печати часто используют дорогостоящий вспомогательный материал, который необходимо аккуратно удалять после каждого тиража и который нельзя переработать после воздействия УФ-излучения. Все это хорошо звучит для литья под давлением. Но, как мы уже говорили, обычно требует больших предварительных затрат на разработку дизайна и изготовление оборудования.
Это также означает, что после изготовления пресс-формы вносить в нее изменения сложнее, чем просто скорректировать CAD-файл и заново напечатать новые изделия. И, наконец, конечно, существуют затраты на техническое обслуживание литьевой формы, необходимые для поддержания ее надежной работы в течение многих лет. Итак, мы собрали много информации и переменных. Так как же решить, что подходит для ваших изделий? Естественно, каждая ситуация индивидуальна, но, как правило, 3D-печать является жизнеспособным вариантом для небольших серий, которые мы обычно классифицируем как от сотен до нескольких тысяч деталей. Но все, что выходит за эти рамки, будет невероятно дорогостоящим и трудоемким при использовании 3D-печати. Кроме того, если вы находитесь на этапе создания прототипа и знаете, что в дизайн детали будет внесено множество изменений, то 3D-печать — это фантастический вариант, который может сократить путь от этапа создания прототипа до полномасштабного производства. Литье под давлением, с другой стороны, очевидно, является лучшим вариантом для больших производственных партий, включающих десятки тысяч и даже миллионы деталей в год. Если вы все еще не уверены, какой вариант вам подходит, хорошая новость заключается в том, что это не обязательно должно быть решением или-или. Тщательно выбирая партнеров-производителей, вы получите лучшее от обоих процессов. Сначала сможете использовать преимущества прототипирования и экономии средств в 3D-печати на начальном этапе, а после этого вам спроектируют пресс-форму для повторяемого и надежного производства ваших изделий. И в конечном итоге перейти к полномасштабному производству. Спасибо за ваше время и внимание. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.